Итак, для вязания нам нужна будет основа. Это вот такой вот резиновый коврик, который обычно продают для ванны или для туалета. Крючок размером где-то 2,5-3 мм для того, чтобы у нас он входил вот таким вот образом в наше отверстие. И естественно будет нужна пряжа, которая по толщине подходит к размеру нашего крючка. Я буду обвязывать край черным цветом, но чтобы вам было лучше видно, для примера покажу, как будет эта обвязка на белом цвете. Начинать вязание мы с вами будем именно с обвязки края с одной стороны, со второй, с третьей и с четвертой. Я покажу вам на примере маленького кусочка, чтобы не затягивать время. Итак, первую петельку я провязываю воздушной и затягиваю. Теперь смотрите, у нас есть две стороны. Первая, которая идет вот так вот, вторая, она чаще всего, видите, обрезанная. Без разницы, с какой стороны начинать, это не имеет значения. Давайте начнем с той, которая ровная, то есть между нашими вот этими вот половинками начнем вязать. Находим крайнюю вот эту вот нашу петельку. Она у нас идет вот здесь вот, в самом углу. И вытягиваем сюда ниточку. Теперь в эту же петлю, это наш уголок, в эту же петлю мы провязываем. Так, не надо мне помогать. Первый столбик, второй, так, лапки убираем, и третий. То есть в один уголок мы провязали 3 столбика без накида. Теперь смотрите, именно по вот этой стороне, которую мы не обрезали, да, обрезанная вот, она вот так вот выглядит. То есть горизонтальные наши вот эти полоски. Здесь мы будем с вами один промежуток пропускать, во второй вязать столбик без накида. Вновь одну петельку, один промежуток пропускаем, во второй вяжем столбик без накида. Одну пропустили, во вторую вяжем. Одну пропустили, во вторую вяжем. Итак, мы с вами вяжем до нашего следующего угла. Одну пропустили, вяжем. Одну пропустили, вяжем. Провязываем так до уголка. Когда мы дошли до конца ряда, до нашего уголка, мы с вами будем провязывать точно так же, как здесь. То есть в одну точку будем вязать 3 столбика без накида. Раз, два и 3. Вот мы с вами провязали горизонтальную вот эту вот линию. Теперь, если мы разворачиваем наш коврик, то у нас идут вертикальные линии. И здесь мы с вами будем вязать в каждый промежуток по столбику без накида до следующего угла, не пропуская. Не затягивайте сильно петельки, это просто обработка края. Смотрите, провязываем так до следующего угла и в уголок провязываем 3 столбика без накида. И дальше у нас с вами будет идти опять горизонтальная линия. И здесь мы будем вязать через одну. Доходим до уголка, провязываем 3 столбика, и у нас идет вертикальная сторона. Здесь провязываем в каждый промежуток. И обвязываем так полностью наш коврик. Когда подхожу к концу ряда, я еще обвяжу слегка вот этот вот хвостик. То есть у меня осталось 2 петельки не провязанных. Провязываю столбик без накида, раз, подтягиваю, и в следующий промежуток вяжу второй столбик без накида. Теперь смотрите, нахожу здесь первую петельку и под 2 стеночки провязываю соединительную, одна воздушная, и обрезаем нитку. Так, теперь вот эти вот 2 хвостика,
Этот мы обрезаем, который обвязали, а вот этот второй вытягиваем наизнанку. Я протягиваю через несколько петелек. И теперь уже здесь разделяю ниточку на две половинки. Одну вытягиваю, одну оставляю и завязываю узелок, чтобы закрепить вязание. Обрезаю остатки. Вот с одной стороны у меня получилась обвязка края, и с другой. Если у вас немножко присобирается, просто подтяните, тогда все разравнивается и получается ровненьким. И как я уже говорила, не затягивайте сильно петли, чтобы можно было вот так вот сделать ровненький край. Смотрите, дальше мы с вами будем вязать по вот этим горизонтальным рядам. Каждый ряд можно вязать новым цветом. В одном ряду можно провязать несколько цветов. Тут, как говорится, уже кому как нравится. Я сейчас возьму первый цвет и покажу, как вязать первый ряд. По этому же принципу будут провязываться все остальные. Смотрите, мы должны провязывать все вот эти вот наши промежутки. Провязываем первую воздушную петлю, и ее мы затягиваем. Теперь находим вот здесь вот первый наш ряд, там, где мы с вами вязали вот эти вот наши столбики без накида, и находим самую вот эту вот первую нашу петельку. И вот таким вот образом заводим сюда крючок. Захватываем ниточку, вытаскиваем и провязываем через нашу нить, петлю точнее. Вытаскиваем примерно плюс-минус на сантиметр, может быть чуть-чуть больше. Теперь находим с вами, вот сюда мы провязали, находим следующую, вот эту нашу перемычку, заводим вот таким образом крючок, захватываем нитку, провязываем один раз и вытягиваем на тот же уровень, на котором у нас была первая петля. Следующая перемычка. Заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем петлю, вытягиваем на нужный нам уровень. Смотрите, кто-то использует для этого линейку, то есть отмеряет, как бы вводит в эти петли линейку и меряет по ней. Я меряю просто по первой петле. Опять следующая перемычка. Вытаскиваем ниточку, провязываем один раз, вытягиваем. Вновь следующая перемычка. Вытащили петлю, провязали и вытянули на нужную высоту. Когда у вас уже на крючке слишком много петель и неудобно вязать, крючок мы снимаем и вводим в последнюю провязанную петлю. То есть здесь у нас уже отрегулирован размер. И продолжаем работу. Вытащили, провязали один раз, протянули петлю. Смотрите, в принципе можно делать и вот так. То есть вот таким образом просто вытягивать петли. Тут, как говорится, кому как нравится. Мне больше нравится их дополнительно закреплять. Поэтому, провязывая, я вяжу в начале раз петелька и вытащила. И провязываю так до конца этого ряда. И вязание буду повторять на протяжении всего моего коврика. Вот опять я снимаю петельку, в последнюю ввожу крючок и продолжаю работу. Самые неудобные будут первые два ряда, точнее первый и последний ряд, даже вот так. Вновь снимаю с крючка, в последнюю петельку возвращаю его и продолжаю вязание.
Если где-то у вас там на полмиллиметра или там на несколько миллиметров будет петелька отличаться от первой там или от второй, ничего страшного в этом нет, потому что в процессе вязания, когда у вас будет уже завершен ваш коврик, этого будет совершенно не видно. И плюс петельки, видите, получаются ровненькие и красивые за счет того, что у нас нитки вытаскиваются на определенную высоту. Если у вас там не сильно отличается она, тогда проблем с этим не будет. Давайте дойдем до конца ряда, и я покажу, что делать дальше, как завершать ряд. Вот мы доходим до конца ряда, вот наша последняя перемычка. Заводим крючок, провязываем точно так же, как всегда. И теперь смотрите, оставляем небольшой хвостик. И теперь последнюю нашу петлю я делаю так, возможно, у вас будет более интересная идея. Если так, тогда напишите об этом в комментариях, буду вам благодарна. Я завязываю вот так вот узелок. С обратной стороны завожу крючок в последний промежуток, захватываю ниточку, вывожу наизнанку и здесь уже закрепляю нить узелком, разделяю ее на две половинки и связываю. Лишнее обрезаю. Теперь в начале ряда у нас также осталась вот эта вот ниточка. Я повторяю, получается, в первую петлю, в первый промежуток, там где мы начинали вязание, вытаскиваем на обратную сторону нашу петельку. И та же история. Завязываем узелок. Вот наш первый ряд готов. Все следующие ряды будут вязаться по такому же принципу. Тут без изменений. И вот взгляните, какой пушистый, мягкий и в то же время простой коврик получился. На изнаночной стороне он выглядит вот так. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился и был вам полезен. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.